В конверте 400 лежит, машина уже выходит 300. Ищем дальше. Дядя сейчас альцгеймер. А дедушка любил хоум-видео, да? Да ладно, BMW завелась! Ха-ха-ха! Это успех! Так, что там случилось? Что за шум? Купили машину за $700. Начал вот целая куча мусора. Вот это все. Открываю конверт, в конверте 400 лежит. Машина уже выходит 300. Ищем дальше. Знаете, что самое интересное? Смотри, Артем стал Мне интересно, искать какого- внимательнее. Идем внимательнее. Я говорю, Тёма, собирай мелочь, говорю, если что, я крупный. Раз конверт, смотрю, запечатанный. Открываю, вот он, этот конверт, вот он. И тут было $400. Купюры какого года? 13-го года все купюры. Это свежий. А дед умер в 2009. Еще чек есть на $500. А дед умер А он в работает, этот 2009. Да, ну его нельзя положить, он не работает, он просто не твое имя. Что Ну написано. да. Но это работает. Не работает. Это 400, офигенно. Не, ну не так офигенно, как 700, но все равно уже машина 300 стоит. Такая, на первый взгляд, не сильно привлекательная машина, а деньги уже приносит. Ничего себе непривлекательное. Слышишь, я с Адрином. Говорит, Адрин Петрович против. Артем уже высыпал мелочи, не знаю, там долларов, наверное, на 50 уже там собирают, и его руки заканчиваются собирать мелочь. Тем, как соберешь, скажешь, сколько будет, на тебе еще одну. Просто ради интереса. Да, вот такая вот история. Вот такие вот истории бывают с купленными автомобилями. Коля, а что ты тут занимаешься? А ну покажи. У дяди сейчас альцгеймер, и он говорит, где 400, где 400, Были ж, да? где были? Где мое пальто? Ох, пальто мое пальто. Ё-моё. Что, находки это самое не заканчиваются? Чего себе? А вот это уже у нас будет А профессиональная дедушка любил установка. хоум-видео, да? Глянь, видишь? Дедушка любил хоум-видео. Поэтому это видео. Теперь можем свою камеру ставить и снимать. Это с колеса. Да, продолжать дедушки на это Дело. дело. За $400. Приехал новый проект. Какой? Ну вот от красный. Приехал. Потом снимет пост. Но сейчас мы и посмотрим, что это за машина, что мы будем с ней делать. А весь бок машины-то крашеный. И крашеный не очень хорошо. Ну что, да, повреждения есть. За подготовкой вообще она вся потекла, вся. Да. И причем вот так красили, да? Да, наверное, переходом вот Да. отсюда. Потому что Ну, здесь не видно... переходом. Ну, по жесткости. В принципе, не сильно грязная, да? Достаточно чистая по американским меркам. Что тут, ничего хорошего нам не оставили? Жалко. А могли бы и оставить. Здесь ничего нет. А это у нас что? Это монитор. Он когда ты включаешь машину, он вылазит. О! Нормальный подгончик, да? Презент из Lexus. Презент из Лексуса. Да. Ну что, ребят, получили мы такой красивый Lexus красного цвета для девочки. Я думаю, это будет идеальный вариант. Даже то, что на нем пробег 167 тысяч, но для Lexus это, наверное, только обкатывает. Только обкатался, да. Сейчас мы его посмотрим, сделаем. Он, по-моему, с навигацией идет этот Lexus, если не ошибаюсь. Очень хороший. Кстати, завтра еще будет один хочу купить. Если мы покупаем, тогда сразу купить 3 машины или 2 машины. Посмотрим. Похоже, здесь застучал мотор, но мы знаем, что с этим делать, поэтому, я думаю, дадим машине вторую жизнь. Что скажешь, Калюня? Но у меня уже был такой, я себе такой не беру. Вообще хорошая машина. Коля уже такой больше себе не хочет, но когда-то хотел. Опа. Сейчас выгоним все машины и соберем Prius. 4-й уже на этой неделе. Да, весь мотор вообще выглядит очень хорошо. Очень чистый.
очень-очень чистый. Учитывая то, что в Америке вообще масло особо никто не меняет, то как бы отчество мотора я не видел очень давно. Вов, машина же с южного штата. А в южном штате тепло, там же мусора нету. Поэтому машина такая чистая внутри. Правильно, чистый воздух, чистое масло в моторе. По-другому никак. Покажу немного простой ремонт батареи. Это батарея с Toyota Avalon. Здесь есть проблема, некоторые вывалились ячейки. Ничего сложного, этот ремонт как бы многие производят, но хочу просто показать, как мы это делаем. Здесь ничего такого особенного не будет, просто заменим некоторые ячейки. По мере напряжения мы косвенно определяем, какие ячейки могут быть не в порядке. Но опять же это не на 100%. Чтобы понять, какие ячейки нужно заменить, нужно их замерить на стенде на их емкость. Здесь в принципе относительно ровно, поэтому будем искать другую проблему. Батарейки, скорее всего, это не из-за ячеек. Я вижу здесь окислы, надо это все вычистить. Скорее всего, проблема именно в этом. Скоро узнаем. Снимаем шины и тщательно убираем все окислы. Обычно бывает несколько проблем с батарейками. То есть самое частое это то, что они деградируют, теряют свою емкость, и поэтому при нагрузке проседает напряжение. Система видит, что напряжение проседает слишком сильно и выпадает в ошибку. Поэтому чаще всего просто меняют просевшие ячейки. Мы протестировали все ячейки, заменили те, которые посчитали уже достаточно изношенными и деградированными. И сейчас, после того, как мы почистили все шины, все сделали чистенько, мы сейчас собираем батарейку и ставим на машину, чтобы ее протестировать на машине. Приехал клиент, едем показывать автомобиль, машину. На улице темно, на улице темно. Сейчас будет продажа века. Себе. 1900 забрали. Две, это можно было бы тебе попробовать уже? Это? Ты меня так заснял. Всем здрасте. 1900 тоже хорошо. Не поднимай камеру. Мы будем так сейчас заедем. $1,000, open up, bid up, in, $1,000, 1,000, 1,000, 100, 1,000, 1,000, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 1,900, sold! Опа! Пошли, поехали. Спасибо, машина. Уезжаем. Вот так вот все получилось. Сол. 10 вечера машина sold. Да. Идем встречать новый проект. И это будет машина марки. Сейчас вы все увидите. Это нормально. Ну, теперь BMW дождется своей очереди, и мы им займемся. Вскроем и посмотрим, что там у нас за проблема. Продолжение BMW. Так, чтобы заменить цепь и снять поддон, пришлось опустить подрамник. Чтобы его опустить, нужно снять часть подвески, куча разных каверов, все остального. Но поддон снят. Это, конечно, непростое занятие. У нас тут беда в поддоне, куча всякого мусора, обломки. Обломки. Вот еще обломки. Это все валялось внутри поддона. Вывешиваем мотор, потому что нужно снять подрамник, полуоси, чтобы добраться и снять поддон. Поэтому здесь в BMW не все так просто.
Специнструментом зафиксированы распределительные валы. Перед этим коленвал зафиксирован специальным фиксатором внизу. И насос с балансирами тоже зафиксирован специальным фиксатором. Мы открутили шкив коленвала, все у нас освободилось. И теперь разбираем, вытаскиваем старую цепь, снимаем старые фазовращатели. В общем, разбираем всю систему ГРМ. Будем все ставить новое. Вот такая беда иногда случается, когда своевременно не меняют ГРМ. Но это не беда, мы все поставим новое. Это у нас башмачки, натяжитель, цепь, звездочки, два фазовращателя. Это все для масляного насоса, натяжитель, цепь. Все поставим и все будет хорошо. Ну, будем надеяться. Ну вот и вся новая система ГРМ на месте. Нужно не забыть обязательно покрутить двигатель, несколько оборотов сделать коленвалом, чтобы убедиться, что клапана не цепляют поршни, что все в порядке, крутится отлично и не переживать ни за что. Так как у нас BMW, когда приехал, у нее была низкая компрессия по всем цилиндрам, мы перед тем, как заводить, обязательно промерим сейчас компрессию, убедимся, что с компрессией все в порядке. Давай. Да ладно, BMW завелась! Ха-ха-ха! Это успех! За BMW. Сейчас немного притрется все и будет нормально. И вообще, это же BMW. Всякие звуки, стуки. Не стоит обращать на них внимание. BMW не ломается. Что, все уже? Грязненькое немного нужно почистить. Первый тест-драйв BMW. Воспользуемся моечкой за $3. Прекрасная за $3. Да, Калюнь? Да, нам пора уже абонемент за 19,99 в месяц покупать и, короче, один и тот же номер везде клеить. И мылиться. Ошибок в принципе почти нет. Ну тут парочку сейчас мы удалим. Вот. Сейчас закончится. Сейчас. Ой, все, видишь, все отлично. Батарея собрана и готова к установке на автомобиль. Что хорошего привезли? Назад. Что привезли хорошего? Двигатель на Lexus. Приехал мотор для вот этой машины. С пробегом 128 тысяч. Ну, для Lexus это не пробег. И цена это хорошая была, $775 всего лишь. Водичка потекла. Это очень хорошая цена. Ну откуда водичка? В Лексусе тосол, ладно. Учу, аж руки понятно. Она немножечко сгорела, эта машина. Да? У нее произошло какое-то замыкание вот этой части. Вот именно вот здесь вот. И тут все было сгоревшее. А машина вообще самая хорошая была. Мы Карпакс проверили. Один владелец. Один владелец, а одна сгоревшая машина. Ну ничего, зато мотор хороший. Сгорело. Вот тут. Сгорело. Локально. Только фьюзбак сгорел и все. Предохранитель. О, видишь, еще дымит, горячий еще. Все горячее, да? Дымит еще.
Ну да, и чтобы ты понимал, короче, такая стоит, понял, нет вообще ничего, и двигатель такой целый, понял? Зато двигатель не пострадал. Артем, пусти. На Lexus заменили мотор. Теперь машина красивая, отдетейленная и ждет своего нового хозяина.